Пойми, что среди таких последователей, среди слабых людей века сего, твое дело совершенно невозможно. И если даже ты сумеешь пройти свой крестный путь до конца, то они не смогут идти за тобой, изнемогут, не устоят в борьбе и изменят. Не для них твой путь, узкий путь страданий и горя. Посмотри, ты совсем один, никого за тобой. Твои ученики спокойно спят и почивают. Во враждебном мире собирается против тебя гроза. Ты оставлен всеми, даже отцом. Небо заключилось пред тобой, и весь ад против тебя. Остановись, безумец. Ты идешь на верную гибель, бесполезную, бесцельную, никому не нужную. Да, не нужную. Ты ошибся и выбрал неверный путь. На страдания, на позор во имя сомнительных благ будущего века никто за тобой не пойдет. Кому это надо? Никто не хочет страдать. Люди хотят только наслаждаться. В своем страдальческом венце ты неизбежно останешься одиноким, и никто не назовет тебя своим вождем. Подумай, какой же смысл в твоем подвиге? Ведь тебе надо, чтобы люди шли за тобой, иначе как можешь ты спасти их? Помнишь, когда-то я указывал тебе другие пути, но ты неразумно отвергла. Я указывал тебе путь земных благ, путь славы, путь власти. О, тогда за тобой двинулись бы миллионы. Помнишь? Ну, конечно, ты не забыл. Не мог забыть. Эта мысль всегда преследовала тебя, и горьким ядом сомнений отравляла твою жизнь и твое служение. Теперь скажи, разве я не был прав? Пересчитай своих искренних последователей, которые пойдут за тобой везде. Много ли их? И нет никаких оснований думать, что дальше, после твоей смерти, будет иначе. Поверь мне, только единицы, маленькая горсточка таких же сумасшедших энтузиастов, как ты, будут твоими. И стоит ли за это отдавать жизнь? За эту горсть? Такая великая идея и такой ничтожный результат. Разве это не провал? И все лишь потому, что ты не послушал меня и выбрал неверный путь. Но есть еще время поправить дело. Откажись от страданий. Страдания без результата. Страдания ради страданий, без всякой действительной пользы для тебя и для людей. Пусть это благородно, но кому и зачем это нужно? Откажись же от этого, безумец. Тебе стоит только пожелать, и 12 легионов ангелов защитят тебя и закроют от всякой опасности. Отчего же этим не воспользоваться? И главное, если бы твои страдания были неизбежны, если бы они надвигались на тебя с неумолимостью рока и с принудительностью, не зависящей от тебя силы, от которой нельзя и некуда скрыться, тогда, конечно, не оставалось бы ничего другого, как принять их, как неизбежный крест, признать в них волю Отца и подчиниться ей с покорностью. Но ведь ты даже не знаешь, наверное, есть ли на то воля Отца. Ведь ты идешь на смерть добровольно. Ведь это твое собственное хотение, твой выбор. И кто знает, не отвергнет ли Отец твою ненужную жертву, не оставит ли тебя за то, что так самонадеянно ты бросаешь вызов судьбе. Одумайся же. Еще есть время, скройся. Не надо защиты, не надо борьбы. Просто скройся. Уйди из этого места. Твой отец не осудит тебя за то, что ты внял голосу благоразумия. Уйди из Иерусалима, из Иудеи, и ты будешь жить еще многие годы на пользу своего великого дела и на благословение людям. Ты им нужен, и ты не должен их покидать. Скройся сейчас, и ты еще долго будешь их учить, исцелять, успокаивать труждающихся и обремененных, вносить счастье и свет в их тяжелую безрадостную жизнь. Скройся, уйди.
Но спеши, потому что это место известно предатель, и толпа архиерейской челяди уже идет сюда, чтобы взять тебя. Еще несколько минут, и будет поздно. Так шептал Искуситель, и в смертельной тоске, в невыразимой муке сомнений и колебаний молился Спаситель. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 42. Чем тяжелее и напряженнее была внутренняя борьба, тем прилежнее он молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. И горячая молитва совершила свое чудесное действие. Явился ему ангел с неба и укреплял его. Рассеялись тучи сомнений, кончилась нерешительность, прекратилась невыразимая мука колебаний. Надежда на помощь Отца не изменила. Прямой, ясный, понятный путь лежал перед очами, и твердой уверенной стопой вступил на него Спаситель. Он знал теперь, что другого пути нет, что путь креста и страданий – единственный верный путь, ведущий к цели. Знал также, что такова воля Отца, и что не самонадеянно искушает он Бога, но смиренно исполняет долг сыновнего послушания. Выбор пути определился окончательно. В человеческом сознании Господа выковалось последнее непреклонное решение. Совершился великий момент в деле нашего спасения. Когда Господь приходит к спящим ученикам в третий раз, в Его словах чувствуется уже спокойная уверенность и решимость, свободная от сомнений. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Стихи 41 и 42. И ясный, спокойный направился он навстречу своему предателю, появившемуся в саду с толпой солдат и архиерейских прислужников. С этого момента в нем уже нет колебаний. До самого конца видна лишь спокойная, твердая уверенность в правоте своего дела и в неизбежности крестного пути, освященного волею Отца. Во всей этой истории гефсиманского искушения для нас заключается великий нравственный урок. Когда предстоит принять важное решение в жизни, от которого может зависеть вся будущность, когда слабый ум напрасно старается предугадать все случайности предстоящего пути и взвесить все доводы за и против того или другого выбора, когда воля беспомощно мечется от одного решения к другому, не смея остановиться ни на одном, тогда нет лучшего средства прекратить эту муку сомнений и колебаний, чем молитва. Мы знаем теперь это средство, знаем его действенность, ибо к нему всегда прибегал Спаситель в решительные и важные минуты жизни. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников.